Друзья, в общем, всем доброе утро. Сейчас без 15:08, и мы с Артемом сегодня приехали порыбачить на судачка. Сегодня у нас будет рыбалка только строго на спиннинг, на активные приманки. Позже мы покажем, на что мы будем ловить, какие будем проводить проводки. Так что, думаю, сегодня рыбалка будет интересная. Вот сейчас приехали, как вы видите, такой густой туман получается, над водой парит с учетом переменной температуры. Так что давайте, сейчас мы будем раскладываться, готовить наши спиннинга, будем закидывать, будем в пешем порядке ходить по берегам. Так что давайте, поехали. Так, в общем, сейчас будем собирать спиннинг. Сегодня мы выехали с Артемом по легкому, без удобных кресел, без столов, без наших карповых удилищ и прикормки. Сегодня так получается у нас короткая сессия. Сейчас вот потихоньку стало здесь, солнце вышло, теплеет. Вот трава вся мокрая. Артем уже кидает. Так, поставим нашу катушечку. Так, что могу сказать по спиннингу? Спиннинг у меня самый бюджетный, вот такой вот. Здесь получается No Name, длина 2,1 метр. Здесь вот получается тест, не знаю, могу ошибаться. В общем, вот катушка у меня стоит Quick One 3000-я, плетенка обычная. Сейчас будем ее ставить. О, здесь же клипс стоит. Вот что. Сейчас покажу по наживкам, что у нас там будет. В основном будем ловить, пытаться, по крайней мере, поймать на джиг, рыбки, силиконовые рыбки. Так. Артем, а ты этот поводок ставишь, нет? Без поводка? Не нужен, в принципе, он. Я просто думал, поводок здесь неудобно будет, блин, без поводка отменять вот это вот. Ты что, там просто карабинчик нацепил? Да ты что? Блин, я же не... И у тебя есть карабин? Так, вот в общем карабин надели. Будем пробовать вот такую силиконовую рыбку. Так, граммовка здесь, блин, не знаю сколько. Грамм 10-12, наверное, да? Вот этот башка чебурашка сколько весит-то? Ты чуть фрикцион отпускаешь? Давно не спиннинговал ему. Так, буквально чуть-чуть, да? Че? Так, проводки, наверное, будем делать от дна, подкидывать и в один оборот.
Нормально ты так зашвырнул? Дно, кстати, здесь как? Вроде чисто. Зацепов таких не было. Ну тут это же, ты же не, у тебя не зацепляйка же. В принципе, если... Все равно зацепляется. Бывает, да? А здесь вроде бы ни разу еще. Ох, ё-моё. Решил как карпову закинуть. Блин, с пирса надо уйти. Скользко там. Пока скользко. Так что можно этот навернуться. Как? Ну, пока. Блин, непривычно, видишь, давно не спиннинговал ему. Ну, что-то на дне все-таки есть. Так, по мелочи. Трава какая-то. Что такое? Ну, трава. Сейчас туманчик уйдет. Как бы еще не пришлось куртку снимать ему. Ага. 15 сегодня передали. Ну, если солнечно будет, в принципе, прогреется нормально. Здесь по озеру я вижу вот такие вот типа беседки. Беседки есть, да, здесь смотрю я. У нас тоже беседка, но там без лавочек, без ничего, без стола. Ну, я вижу. Да ты чё? Ну, сейчас туман уйдет чуть-чуть, надо будет дрон поднять. Да, вот рыбаки там. Да у нас, видимо, с ночи уже, да? С ночи, скорее всего. Да, блин, когда вот часто не спиннингуешь, ем, как этот, блин. Как деревянный, да? А? Ну да. Тут-то свои ощущения, видишь? Что-то непонятно, что. Или по дну зацепа, или что? Или ударчик был? А? Я говорю, непонятно, или по дну зацеп был, или удар был на него. Так, в общем, мы поменяли место дислокации. Я машину оставил, приехали на Тёмычи. Там вообще невозможно ехать. Машину вот так в разные стороны кидает. Так что сейчас здесь попробуем покидать. А, что здесь за место-то?
Вот также здесь беседочка. Вот здесь, в принципе, сюда можно будет даже потом в сезон приехать на карпа. В принципе, здесь можно и покидать карповики. Потихоньку прогревается температура. Здесь вот типа маленьких персиков. Но они везде, смотрю, везде повалены. Такие из палетов сделаны. В общем, еще поменяли место. Пока безрезультативно. Там на том берегу что-то колокольчики срабатывают. Либо они перезакидывают, либо у них клюет, непонятно. В общем. Но вообще чистая, блин. В принципе, для судака в октябре это идеальное время. Сейчас у нас температура понизилась. Сегодня ночью было почти 0. Утром вышел такой иней. Сейчас вот у него должен активно у судака клев начаться в октябре. Сейчас будем менять насадку. Ох, блин. Сейчас поменяем. Надо было, блин, как у Артема, поясную сумку купить. Так вот с этим ходить не вариант. Так, что у меня тут есть еще? Рыбка. Ну, рыбку поставим. Ты на блесна не пробовал, Артем? Не слышишь ты. Артем, ты на блесна не пробовал? Че, тишина? Можешь на традиционный это, как его? На Кастмастер попробовать? Ну, сейчас попробуем.
Да, здесь подступ к берегу не очень удобно. Артем, у тебя есть чебурашка? А? Чебурашка есть, просто грузик? Без крючка. Смотрю, у меня эти есть. Я вот думаю, может, его попробовать. Ну, все-таки этот. Кого? Вот такие вот. Весла? Нет, А, воблеры? воблеры. Попробуй. На воблер-то грузик не надо. Блин, он легкий, братан. Вот, поэтому он и есть воблер. Ну, чебурашка там 10 грамм самый маленький. Да ты чё? Просто думал, подальше, чтобы летала, блин. Они, видишь, легкие, не для моей палки. Думал его нацепить хотя бы, чтобы для подачи закидывать. Он не будет же так. Играть не будет, да? Ну ладно, попробую так тогда. Ну, я дам, попробуем. Видишь, у меня этот тест побольше. На 8 там грамм. Есть, да, чебурашка 8 граммов? 8. Восьмерка нормально, в принципе? Или 6 даже. Шестерка? Ну, меньше точно нет. Ну, сейчас так сначала попробую покидать, а там будет видно. Так, в общем, передвинулись дальше мы. Сюда, ближе к шлюзу подошли. Шлюз вон там. Вот. Я Кассмастер, короче, навесил. Хочу попробовать, может. А? А вдруг? Мы, блин, знаешь, прошлый сезон перед льдом с Айдаром всю ночь на большом лотосе простояли, нифига не поймали. Навесили Кассмастер, у нас тогда спиннинга не было на крокодил. Это еще такие здоровые, прикинь, там по 16 или по сколько там, по 20 с чем-то грамм. За 2 часа мы штук 10-12 форель натаскали, прикинь. Фига он орет. Нормально улетел, смотри. Ну, конечно, 100 грамм там, блядь. Не, маленький Кассмастер. Ну. Резинка так летает. Почти, блядь. Здесь глубоко. А? Вот здесь глубокое место. Туда левее вообще глубоко. Ну, видно, в принципе. Видишь, ветер, смотри, там, где помельче, он тащит его, да? А здесь глубоко аж это. А? Удар был? Да ты чё? Да. Значит, судак здесь может стоять. Видишь, на глубине сейчас. У тебя на резинку же, да? Нет, джиг надо туда повесить. Сейчас повесим джиг. У тебя какая Диана? Длинная стоит? Вот такая, да? Наподобие такой, да? Десятка где-то. В общем, вот такую вот сейчас. Видишь, силиконовую рыбку. Она, правда, чуть уже подустала у меня, блин. Удар был или зацеп? Удар. Да ты чё? Ну давай, посмотрим. Пирс какой-то неблагонадежный, да? Это да, он шатается. У меня еще кукана с собой в прошлый раз не было. Ничего, блядь, я взял этот трос от лебедки. Повешал, а? На него, блядь, завязал через жабры, короче, блядь. И он туда повесил за крючком. Он у меня там висел, блядь. В общем, пока тишина, мы уже вот сколько обошли, вот так вот. Вон там мы были, а машины остались в той стороне. В общем, уже почти обгибаем озеро. А оно, блин, не такое уж и маленькое. Вон еще дальше
Ну, будем ждать. Будем смотреть. Мусора, конечно, здесь очень много. Не убирают, видимо. Да, отдыхающие. А мы вот сейчас заезжали. Там вот домик при въезде. Забор стоит, получается. Мужик один вышел сонный. И говорит нам такой: мусор типа сюда везите. Я так понял, у них здесь ничего, ни бочек, видите, нету. Поэтому многие здесь и оставляют, скидывают. Надо хотя бы здесь бочки понаставить-то. Ни бочек, ни туалета. В общем, условий здесь никаких, кроме как беседки. Не очень глубоко здесь получается. 2 метра, наверное. Ну, до этого там, когда на шлюзе стояли, вроде как будто 2 удара было. И на этом тишина. Ага. Да ты чё? Люди, в общем, были, да? Сегодня что-то нету, да? Ну. Да, да. Ладно, будем передвигаться дальше. Блин, зацеп или чё? Цеп, походу, бля. А? Води, да? Есть. Прикинь, прямо около берега взял, а? Теперь пусть подустанет, да, его так вытащить под сак. Блин, в машине остался. Смотри, полностью заглотнул. Хороший, да? А? Ага, сейчас я его чуть-чуть под эту. Он его сбоку проткнул. Опа! Братан, есть? А? Фух. Да нет, просто я не ожидал, блин. Знаешь, такого удара вроде не было. Я уже начал вытягивать, думаю, что за фигня? Зацепилось, что ли? Смотри, чуть-чуть бы еще губу порвал. Вот такой вот. Красавец, а? Смотри.
Так. Ну, в общем, на сегодня наша рыбалка закончилась. Артем уже уехал. Сегодня нам удалось взять вот такого вот судачка. Вот он, такой красавец. Сейчас время уже 2:30. Буду собираться потихоньку. Так что все, давайте, кому понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну а я поехал. Всем пока-пока.